Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Собираясь увезти оттуда Дилана, Баран строго предупредил своих охранников, что никто не сможет на него взглянуть. Пока Джавахир тайно наблюдает издалека, он думает, что ему не удастся легко войти сюда, и решает составить план. Баран очень злится, управляя машиной, и в гневе оттаскивает машину в сторону и кричит в пустоту. Когда Дилан приходит за ним и говорит, что ты должен меня понять, Баран злится еще больше и говорит, что я могу понять. У него в руке пистолет, он детская игрушка, почему бы тебе не подумать об этих вещах? Когда Дилан отвечает, чтобы защитить моего сына, потому что я беспомощен, Баран говорит, чтобы защитить свою семью, ты должен в первую очередь позаботиться о себе. Если тебя нет рядом, в твоей семье нет семьи, подумай об этом. Когда Дилан говорит, я мать, возможно, я сделала это неправильно, но я хочу что-то сделать, Баран говорит, я тоже отец, оставь кое-что мне, когда возникнет спор. Дольше Баран говорит, давай больше не будем говорить, просто заткнись и садись в машину. Через некоторое время, после того, как Дилан садится в машину, садится и Баран, сердито говорит, пристегните ремень безопасности, и они снова отправляются в путь. Когда они возвращаются в особняк, Азади встречает их со своим мужем и Мираном на руках. Когда Дилан берет Мирана на руки, Баран уходит, говоря, я в кабинете. Дилан идет в свою комнату с Мираном, ничего не говоря. Госпожа Азади говорит Гулю, который грустно смотрит ей вслед, пусть он побудет какое-то время один, ему нужно побыть со своим сыном. Дилан укладывает Мирана спать и говорит, я всегда рядом с тобой, я защищу тебя, поэтому я оставил тебя одного, пожалуйста, прости меня. Пока Баран все еще злится в своем кабинете и устраивает хаос, госпожа Азади стучит в дверь и просит разрешения прийти к нему. Он говорит, что Дилан совершила эту ошибку со своим материнским инстинктом. Мой сын, Дилан, похож на Эйтан. Не зря говорили, что невеста родом из земли свекрови, она бы так и сделала. Сделала то же самое и отдала свою жизнь ради своей семьи. Баран отвечает, я тоже этого боюсь. Он все равно пострадает, и я не смогу его защитить. Затем она говорит Барану, что ему нужна ваша поддержка и сострадание, и уходит. Пока Дилан смотрит на Мирана, Гулю становится любопытно, и он подходит к нему. Когда Баран приходит в комнату, Гуль выходит из комнаты, говоря, я вернусь позже. Когда Дилан встает от Мирана, Баран садится и смотрит на Мирана. Затем он и Дилан просто смотрят друг на друга. Когда Баран уходит, не говоря ни слова, Дилан очень расстраивается и плачет, глядя на их фотографии. Харун и Ясмин думают о том, как уладить отношения между севриерами. Харун говорит, давайте приготовим для них двоих романтический ужин, а затем им придется помириться, и они немедленно приступят к работе. Когда Дилан Баран находится в своем кабинете, она стучит в дверь и спрашивает, можно ли ей войти. Она говорит, какая разница, что я говорю. Баран. Когда заходит Дилан и говорит, что наш разговор не полный, Баран говорит, нет, мы говорили обо всем, но если ты хочешь сказать что-то еще, я выслушаю. Когда Дилан спрашивает, ты всегда будешь так себя вести, Баран злится и говорит, да, чего ты от меня ожидаешь. Когда Дилан говорит, что я сделал то, что должен был сделать, Баран начинает на него кричать, и они снова спорят. Потом снаружи маньяк, который хочет нам навредить, почему ты меня не слушаешь, говоришь, я мать, ты оставишь Мирана без матери, это твоя идея. Баран больше не может этого терпеть, обнимает ее и говорит, что все в порядке. Когда Джевдет спрашивает, нужно ли ему что-нибудь во время прогулки, он снова начинает разговаривать с Цеврией, и они снова спорят. Прошу прощения за то, что заставил Барана Дилана сесть на диван и повысить голос. Чем больше мой страх, тем сильнее мой гнев. Теперь тебе придется подумать о Миране, ему больше всего в этой жизни нужна мать, но, пожалуйста, выслушай меня.
Не действуй по своему усмотрению, давай сделаем все, что нужно, пожалуйста, если меня не будет с тобой. Он говорит, что я не могу защитить тебя. Когда Дилан соглашается и обещает, Бэрон говорит: интересно, сколько здесь слов, и они обнимаются. Дилан Миран просыпается и выходит из комнаты, чтобы я мог уйти, она поворачивается и обменивается взглядами с Бараном. Баран объясняет, что он, его брат и отец исследовали прошлое Шаира в своем исследовании и получили новую информацию. Когда Баран намекает, что, по его мнению, нет никого, кто мог бы заменить Джавахира за такое короткое время, господин Кудрет говорит, что Джавахир мертв, не делай этого, сынок. Поэт Баран думает о том, кого ты защищаешь, о том, кто тебя продал, о том, кто рассказал тебе о тебе, и о разговорах Дилана о том, гладила ли когда-нибудь твоя мать твою голову. Харун и Ясмин организовали ужин и позвонили Джавдету. Финансовые люди пришли в ресторан, чтобы пригласить их в ресторан. Наступил ад. Берите кревришье и приходите быстрее. Когда Миран приходит в зал, все собираются вокруг него и любят его. Когда все расходятся по своим комнатам, чтобы лечь спать, Бэрон обнимает коляску Миран и идет в свои комнаты с Диланом. Когда Джавдет приходит с Цеврией и спрашивает: итак, финансисты, Харун и Ясмин отходят от стола, говорят, что финансиста нет, сегодня вечером это место ваше, и они забирают ребенка и уходят. Они сидят за столом и ждут взаимных извинений друг от друга. Когда Джавдет говорит, что это он, чье сердце разбито, Цеврии очень злится и уходит. Когда Бэрон и Дилан находятся в комнате и Дилан говорит, что хочет научиться пользоваться оружием, Бэрон очень злится. «Ты купил мне пистолет и собирался научить меня. Когда ты говоришь, я хочу его использовать», Бэрон говорит, «тогда я думал, что это уместно, но теперь ты тоже не захотел». Пока Дилан говорит: «Смотри, сын мой, знаменитый настойчивый отец твоего отца», Баран говорит о знаменитом упрямстве твоей матери, они обмениваются словами. Пока Гуль наблюдает снаружи, она принимает уличный фонарь за кого-то и будет Ферата. Ферат — это просто уличный фонарь. Они успокаиваются, говоря: «Я Гуль», и ложатся спать. Когда Дилан лег спать, он снова сказал Барану: «Как жена вождя племени, я хочу узнать, знаешь, если бы я была женщиной, могу ли я быть безоружной женщиной и посмотреть, как она пользуется винтовкой, леди Азади?» Баран Дилан говорит: «Не говорите так, как будто я не знаю ваших мыслей об оружии», и они закрывают тему и идут спать. Просыпаясь утром, они смотрят друг на друга и спрашивают, как долго они будут так смотреть друг на друга. Они рассказывают о том, насколько расслабленно они себя чувствуют, когда смотрят друг другу в глаза. Влюбленные птички говорят друг другу красивые слова о любви и привязанности. Когда Харун и Ясмин приходят в ресторан, они говорят о том, что еда не смогла их помирить и как они могут помириться. Ясмин Харун говорит: «Давайте пошлем цветок так, как если бы его прислал брат Джавдет». Сестра Цеврии любит цветы. Пока Дилан надевает серьги перед зеркалом, Бэрон наблюдает за ней сзади. Когда Дилан замечает ее и внезапно роняет серьгу, Бэрон говорит: «Ты все еще волнуешься, когда видишь меня, ты всегда роняешь вещи». Чтобы спасти Шаира оттуда, Джавахир надевает глушитель на свой пистолет и готовится застрелить людей у двери. Поэт не может забыть слова Барана и Дилана и окликает охрану и говорит: «Позвоните Барану Карабею, я вам все расскажу и расскажу, но у меня есть одно условие». Пока Дилан задается вопросом, какое это имеет отношение к словам Барана, Баран говорит: «Я позабочусь об этом», и надевает серьгу. Когда он спрашивает Барана: «Я неуклюжий?» Баран отвечает: «Не всегда, только когда видит меня». Дилан говорит: «Спасибо». Пока Бэрон хочет взять свою куртку, они одновременно протягивают руку, и Дилан надевает куртку на Барана. В этот момент звонит телефон Барана, и его человек говорит, что Шаир хочет поговорить, но есть одно условие: он хочет поговорить с Гэжой Дилан. Когда Диклан слышит, как вы спрашиваете, хочет ли Баран поговорить с Диланом, он говорит: «Позвольте мне поговорить». Джавахир принимает меры и говорит: «Давайте начнем».
Баран не хочет, чтобы Дилан разговаривал с Шаиром, говорит все, что хочет, пусть скажет мне, ты не покинешь особняк. Джавахир нейтрализует охрану и входит в шаре. Когда поэт говорит Джавахиру, ты меня поймал, Джавахир думает, какую ерунду ты несешь своим маленьким умом. Поэт Баран Карабей говорит, по крайней мере, он дерется честно и не делает этого, как вы. Когда Джавахир говорит, соберитесь, мы вернем Барана Карабея обратно на землю, Шаир говорит, меня больше здесь нет, босс, извините, я не могу убить крошечного ребенка. Джавахир очень расстроен словами Шаира. Пока Баран пытается пойти один, Дилан говорит, позволь мне тоже пойти, по крайней мере, мы сможем узнать, кто он. Между тем, господин Кудрет и Ферат согласны с Диланом. Баран убежден, и они вместе покидают особняк. Пока Джевдет сидит внутри, звонит дверь, и это цветочный магазин. Приходит букет цветов с запиской «Цеврием, пожалуйста, прости меня». Когда Цеврий спрашивает, планируешь ли ты завоевать мое сердце цветком, Джевдет отвечает, я не собираюсь восстанавливать сердце, которое я не разбил. Если бы кто-то услышал снаружи, Цеврия подумала бы, что я забыла о годовщине свадьбы, тогда она сказала бы, возьми цветок, оставь его на журнальном столике и войдите внутрь. Пока Джевдет задается вопросом, кто послал этот цветок, он думает о том, что сделал Харун. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.